Лукашенко угрожает вторжением в Польшу, в России призывают депутатов отправиться на фронт, а в Курской области знали о наступлении ВСУ, но ничего не делали. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Россия не готова к переговорам с Украиной. В российском МИДе в ярости из-за наступления ВСУ в Курской области. Что стоит за заявлениями Захаровой и почему в Украине считают, что Путин, наоборот, хочет разговора с Зеленским? Курское направление, для чего Украина уничтожила ключевые пути снабжения РФ и какие фейки вбрасывает Роспропаганда? Украина могла бы попытаться закрепить свои завоевания внутри России. Депутаты и их дети должны отправиться в зону так называемой СВО. В РФ призывают всех чиновников идти воевать. Как быстро закончится война, если это произойдет? Депутатов, чиновников и их детей на фронт! Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начнем. Уничтожив ключевые мосты в Курской области, Украина, скорее всего, сигнализирует о том, что ВСУ будут окапываться и оставаться в этом регионе. О таком возможном сценарии развития событий пишет Associated Press. Однако источники издания говорят, что эта тактика рискованная. Украина могла бы попытаться закрепить свои завоевания внутри России. Это был бы рискованный маневр, учитывая ограниченные ресурсы Киева, поскольку линии снабжения, проходящие вглубь Курска, были бы уязвимы для российских ударов. В Украине, напомню, заявляли, что не собираются захватывать всю Курскую область, так как наступление ВСУ необходимо исключительно для того, чтобы защитить украинцев от постоянных российских атак, которые велись с территории этой области. Тем временем в сети накануне вновь появлялись кадры украинских военных из Курской области. Так украинцы постили видео, находясь у газоизмерительной станции Суджа. Кстати, российские пропагандисты заявили, что взяли в плен именно этого украинского военного, который снимает ролики из российских населенных пунктов. Но эта информация оказалась очередным фейком. Автор видео сам и опроверг российские вбросы. Помимо этого, в Украине заявили, что сейчас весь мир наблюдает за тем, какой будет война будущего. То, як буде виглядати війна майбутнього, це робиться зараз нами, Збройними силами України. Ми пишемо зараз історію. І показуємо всьому світу, як треба буде воювати в 21 сторіччі. На наступление ВСУ спустя практически 2 недели обратили внимание в Северной Корее. Там назвали операцию ВСУ актом агрессии. Тем временем в сети сейчас обсуждают аудиозапись. Как утверждается, это аудиоперехват разговора главы сельсовета российской Гончаровки, населенного пункта, который находится недалеко от Суджи. Александр Горкавенко якобы жаловался на то, как срочники бежали из региона вместе с местными, а в РФ знали о возможном наступлении, но ничего не делали. Аудиозапись вы можете найти в нашем телеграм-канале. В то же время, напомню, срочники массово сдавались в украинский плен. Российские депутаты, чиновники и их дети должны отправиться на фронт. В этом уверены участницы Российского совета жен и матерей. Они опубликовали видео, в котором заявили, что российский народ обязательно оценит смелый шаг депутатов, которые отправятся в зону так называемой СВО. Совет жен и матерей утверждает, что дают на это свое благословение. К тому же депутаты, чиновники и их дети смогут вернуться с фронта героями, которых будут помнить или поминать. Вы, главное, молитесь, как и показываете в рекламе СВО. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое. И мы вас будем помнить или поминать. А наших детей верните домой целыми и невредимыми. Их и так достаточно полегло. В стране мужчин осталось мало. Вот депутаты, на вас вся теперь надежда. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим. Депутатов, чиновников и их детей на фронт! Как считаете, как быстро бы закончилась война, если бы дети депутатов оказались на фронте? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях.
Лукашенко и Путин не один год планируют защиту Запада Беларуси. Эти планы существуют, и при необходимости РФ и Беларусь могут начать наступательную операцию, вероятно, подразумевая наступление на Польшу и Литву, которые граничат с Беларусью. Такое заявление сделал Лукашенко российским пропагандистам. Поэтому они пусть там не бесятся и не радуются, что они тут, знаете, мы валяемся с Путиным на полу, они коленом стали нам на грудь и давят нас. Ничего подобного. Мы видим, откуда может быть нанесен самый серьезный удар по нашему союзу и по нашей совместной группировке. Потому на Западе мы ничего не ослабляем. Более того, мы армию свою усилили, наконец-то усилили серьезным оружием, вы знаете его, российским, и обычным, и тактическим ядерным оружием. Напомню, что на протяжении последних 2,5 лет Лукашенко время от времени говорит, что на Беларусь готовятся нападения. Однако в Польше, в странах Балтии и в Украине неоднократно говорили, что Лукашенко сам себе придумывает угрозы и сам в них верит. В НАТО напоминали, что альянс создан для защиты, а не для наступления. В то же время в Украинском центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны заявили, что все заявления Лукашенко, которые он сделал в интервью пропагандистам, говорят о том, что Путин молит о переговорах. О переговорах с Украиной накануне сделала заявление и Мария Захарова. В российском МИДе недовольны наступлением Украины в Курской области. Захарова обвинила Киев в обстреле гражданских объектов и не постеснялась сказать, что российская армия такого никогда не делала. Но весь мир помнит, во что превратили оккупанты Мариуполь, Авдеевку, Бахмут, Часов-Яр. И это лишь малый список тех городов, которые уничтожила армия РФ. Тем не менее, Захарова уверена, что Кремль не может вести переговоры о мире с Украиной. К тому же, по словам Захаровой, у Украины был шанс пойти на условия Путина, признать территориальные реалии, отказаться от вступления в НАТО и отменить санкции против РФ. В Украине, напомню, сразу отвергли подобные условия. Аналитики называли эти требования принуждением к капитуляции. Какими же должны быть настоящие и справедливые условия завершения войны? Поделитесь, пожалуйста, своим вариантом также в наших комментариях. Польша не принимала участия и не причастна к подрыву Северного потока. Об этом заявил глава Бюро международной политики при администрации президента Мишко Павляк. Так он ответил на обвинения немецкой стороны. В частности, бывший глава немецкой внешней разведки Август Ханинг в интервью Die Welt внезапно заявил, что атака на газопроводы в Балтийском море должна была произойти при поддержке Польши и после одобрения на высшем уровне, то есть после утвердительного «да» от Зеленского и Анджея Дуды. В Варшаве эти обвинения отвергли, назвав их инсинуацией, и напомнили всем, что надо понимать, кто и что говорит, акцентируя внимание на том, кто такой Ханинг. В годы его работы и строился газопровод. Это абсолютно надуманные домыслы человека, который, будучи главой разведки, в то время играл немаловажную и позорную роль в создании этого проекта. Мы говорим о заявлении бывшего главы разведки, которое идеально вписывается в российскую пропагандистскую линию. Напомню, что на днях в немецкой прессе появилась информация, что в подрыве российского газопровода осенью 2022 года подозревается гражданин Украины. Белорусский автомобильный завод, в народе известный как БелАЗ, личная кормушка клана Лукашенко. Об этом идет речь в новом расследовании бывших силовиков Беларуси. В Белпол рассказали, как промышленный гигант, находясь под санкциями, пытается обходить эти ограничительные меры. Кроме того, авторы расследования дают ответ на вопрос, почему такое предприятие не приносит огромные денежные средства в бюджет страны, а зарывается в долгах. В Белпол раскрыли схемы, документы и предоставили факты того, как Лукашенко и его семья разворовывают заработанные автомобильным заводом средства. Отношение власти к предприятиям, которые были в собственности государства, в общем, как бы ничего нового не придумано со времен позднего Советского Союза. Это то, что называется чиновничья рента. Когда вы, грубо говоря, обрастаете большим количеством посредников, которые и становятся центром прибыли. В итоге, бешено прибыльным могут оказаться, например, торговые дома БелАЗа, как это, в общем, и происходит сейчас. Причем настолько, что их прибыль может в десятки раз превышать копеечную прибыль самого БелАЗа. Вот. Когда-то Лукашенко боролся с этим,
придя к власти, а потом понял, что, ну, наверное, имеет смысл просто, что называется, национализировать эту схему, да, и как бы зачем это будут делать какие-то другие жулики, когда это могут делать приближенные к нему люди. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора. И напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, отправляйте свой донат или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.